третьей части цикла мы описали материю, первый эмерджентный уровень, который возникает из реальности. Через терминатор мы показали, как логические разрывы создают частицы, как обратная сборка определяет структуры и как стрела времени проецируется из безвременной логической связи. Теперь мы делаем следующий шаг, но это не просто переход на следующий уровень. Это переход к закону, который вытекает из того, как организована материя. Благодаря бесконечному полю вероятности частицы могут собираться в разнообразные объекты, идентичные по своей сути или совершенно противоположные. Сравнение и идентификация этих объектов создает условия для их сопряжения на терминаторе. В результате объекты условно объединяются в группы. От клеточных структур до человеческих обществ. Это объединение происходит не во времени, а в безвременном состоянии сборки. Именно эта сборка создает эволюцию, которую мы ощущаем в потоке времени. Со стороны материи и других нижележащих уровней относительно вышележащего, обратная сборка создает энтропию, постоянную разницу, состояние обратной сборки относительно прямого ожидания. Теперь мы переходим к следствию закона эмерджентности, закону социума или групповой идентификации. Этот закон гласит, через терминатор автоматически создаются условия, которые в безвременном состоянии выступают как причины и следствия. Примером действия этого закона является АТФ – синтаза, сложнейший молекулярный механизм, который не мог быть создан постепенным соединением частей во времени. Он был создан по закону групповой идентификации через автоматическое объединение условий в группу, которая затем проявилась как структура. Именно поэтому во времени мы не наблюдаем структурных изменений, а видим это проявление как мгновенную мутацию. Закон един, закон эмерджентности, единственный и главный. Все остальное – его следствие, возникающее из условий, которые он сам создает. Закон социума – это следствие закона эмерджентности, которое вытекает из условия, созданного по закону эмерджентности. Из трех составляющих – бесконечного поля вероятностей, терминатора, создающего связи, и начал, и концов квантовых функций, как причин и следствий, вытекает условие, при котором сущность, участвующая в создании эмерджентности, может быть составной. Это называется эволюцией, когда необходимый элемент или сущность создается из совокупности уже имеющихся или определенных условиями связей терминатора. Социум – это именно такая составная сущность. Это не общество в социальном смысле. Это способность объектов, идентичных или противоположных, объединяться в группы через сопряжение на терминаторе. На примере АТФ – синтазы, наблюдаемая нами эволюция, как вектор задается на уровне условий группового объединения, когда необходимый элемент или сущность создается из совокупности уже имеющихся групп. Это следствие работает, начиная с первого уровня эмерджентности материя, и может проявляться на любом уровне эмерджентности. Закон групповой идентификации не требует сознания. Он действует на любом уровне материи, где есть возможность сопряжения через терминатор.
Возьмем кристалл. Его структура – это не случайное скопление атомов. Это группа, собранная по закону идентификации. Одинаковые элементы, соединенные в повторяющемся порядке, создают устойчивую форму. Кристалл не думает о своей структуре. Он просто собирается так, потому что условия для этого сопряжения были созданы в безвременном состоянии. Его форма – не результат постепенного роста в привычном смысле, а проекция уже существующей группы, которая проявляется в пространстве и времени. Звезды – другой пример. Газопылевое облако, сжимаясь под действием гравитации, достигает условий, при которых запускается термоядерная реакция. Но с точки зрения закона групповой идентификации, звезда – это группа, собранная из множества частиц, объединенных условиями. Масса, температура, давление. Эти условия не складывались последовательно во времени. Они были определены как группа, как звезда, еще до того, как началось ее физическое формирование. То, что мы называем эволюцией звезды, это развертывание во времени того, что уже собрано как группа в безвременном состоянии. Галактики – самый масштабный пример неосознанного социума. Миллиарды звезд, объединенных гравитацией, движутся по общим орбитам, подчиняясь единым законам. Галактика не является обществом в человеческом смысле, но она является социумом в смысле закона групповой идентификации. Множество объектов, идентифицированных как одно целое, собранное через терминатор, проявляющиеся как структура в пространстве и времени. Таким образом, социум – это не привилегия осознанных существ. Это универсальный принцип организации материи. Кристаллы, звезды, галактики – все это примеры неосознанного социума, которые демонстрируют, что закон групповой идентификации действует везде, где есть множественность объектов, способных быть сопряженными через терминатор. Представь ситуацию. Ты бросил в воду камень. От него пошли круги волн. Ты бросил второй камень. Но как ни старайся, ситуация не повторится. Второй камень упадет следом, и от него пойдут следующие круги, создавая интерференцию с первыми. В нульмерном пространстве время отсутствует, но ситуация там подобна описанной, с кругами волн на воде. Эмерджентные сущности своим проявлением создают структуры, подобные интерферирующим волнам, которые во времени проявляются как фрактальность. Мы постоянно наблюдаем фрактальные структуры в математических расчетах, в геометрии, в природных явлениях. Такая же фрактальность проявляется и в социальных отношениях, как следствие эмерджентности групповой идентификации. Но для людей этот принцип работает на другом эмерджентном уровне, на уровне сознания. Человеческий социум – это не просто группа объектов, объединенных общими условиями. Это группа, которая осознает себя, где каждый элемент не просто сопрягается с другими, но и видит себя в других, сравнивает, идентифицирует, создает новые условия для сопряжения. Именно это делает человеческий социум уникальным. Он не только подчиняется закону групповой идентификации, но и воспроизводит его на уровне сознания, создавая новые фрактальные структуры, культуры, языки, традиции, технологии. Таким образом, человеческий социум – это просто еще один пример групповой идентификации. Это не переход на качественно новый уровень, где фрактальность становится осознанной.
Это то же самое проявление следствия закона эмерджентности, фрактальность во всем своем многообразии. Уникальность не означает что-то иное. Это то же самое, но на другом эмерджентном уровне, выглядящее как нечто уникальное. В следующем эссе мы поговорим об этом подробнее и откроем преимущество, которое дает следствие закона эмерджентности на уровне сознания. Социум – не отдельный уровень. Это следствие закона эмерджентности, проявляющееся как фрактальность на всех эмерджентных уровнях любой замкнутой системы. От кристаллов до галактик, от клеточных структур до человеческих обществ. Везде действует один и тот же принцип – идентификация, сопряжение, сборка в группы. Но именно в человеческом социуме этот принцип становится осознанным. Именно здесь фрактальность начинает видеть себя. И это открывает путь, который не очевиден как темная энергия, но в отличие от нее реально существует, как и множество других неочевидных для сознания вещей.